Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, то фронт для России прежде всего, ну, естественно, и для нас, будет увеличен на 1500 километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка, с учетом того, что у войск НАТО и стран, которые поддерживают Украину, с учетом этого, что они введут свои войска на территорию Украины, и эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского направления или Луганского он не может оттуда взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу. Поэтому мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территории Беларуси, Украине там нечего противопоставить, кроме беспилотников. Они бы атаковали наши гражданские объекты и наши предприятия. Нет у него людей. Я не скажу, что НАТО заваривает эту кашу. НАТО сейчас вмешиваться в эти процессы в Украине очень опасно. Нельзя. Могут спровоцировать не просто эскалацию, могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все. Это как минимум гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно Соединенным Штатам Америки, которые находятся якобы далеко и за океаном. Это невыгодно никому. Я долго думал над этими 5 пунктами, почему ведущие страны европейские требуют от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.